Всем привет, с вами Евгений Карташов и сайт Photomonster. Некоторое время назад я выпустил обзор камеры среднего формата Hasselblad H6D с датчиком с разрешением 100 мегапикселей. И сегодня мы посмотрим на RAW файлы, которые получились в результате тестовой съемки. Вот давайте сейчас откроем вот этот RAW файл, ростовой портрет. На нем особенно показательно можно посмотреть детализацию. Для того, чтобы открыть файл в Camera Raw, нажимаю Ctrl-R. Вот файл открылся. Давайте посмотрим, что нам здесь, какие настройки можно изменить. Вот здесь, как видите, всего один профиль камеры, больше никаких профилей нет. Ну, можно зайти в обозреватель и посмотреть соответствие камеры, да, только стандартный профиль. Далее заходим на коррекцию дисторсии. Включаем коррекцию профиля объектива. Вот как видите, разница весьма ощутима. То есть даже на диафрагме 7,1 у объектива достаточно большое виньетирование. И это хорошо заметно. Напомню, что объектив я использовал Hasselblad с фокусным расстоянием 80 мм, светосилой 2,8. И здесь у меня диафрагма 7,1. В принципе, для среднего формата эта диафрагма еще даже недостаточная. Нужно зажимать побольше. Что мне понравилось, так это хороший цвет кожи сразу по умолчанию. Например, с камерами Canon, Sony и прочими мне вот так сразу такого цвета кожи добиться не удавалось. И макияж здесь совершенно ни при чем. Здесь только чуть-чуть подправить баланс белого. Можно, кстати, попробовать по платью. Зажимаю Shift и по платью ставлю баланс белого. Можно чуть-чуть еще подвинуть регулятор. И вот смотрите, мы получаем практически сразу идеальный красивый цвет кожи. Что касается детализации, давайте увеличим картинку до 100%. Для этого нажимаю Ctrl-Alt-0. Ну вот отчетливо видно, что совершенно мельчайшие детали очень хорошо видны. То есть кожа очень хорошо прорисована, вся текстура. То есть это можно все наглядно увидеть. Давайте посмотрим на детали в тенях. Для этого я увеличу экспозицию на 5 ступеней. Как видите, шум в тенях очень незначительный. Так, ну вот на 100%. И все детали там сохранены, даже в глубоких тенях. То есть никаких провалов нет. Все-таки глубина цвета 16 бит дает о себе знать, и, как видите, тени получаются очень чистые. Несомненно, такое разрешение нужно далеко не всем, и эта камера будет востребована только у профессионалов самого высокого класса. Но, тем не менее, познакомиться с ней ничего не мешает, так же, как мы многие любим смотреть видеоролики про красивые, дорогие, качественные автомобили. Если у кого-то там сносит крышу в комментариях, вот камера за 2,5 миллиона рублей, да зачем она нужна? Ну подумайте, а для чего тогда люди покупают дорогие машины? Например, Bugatti Chiron стоит 3 миллиона евро. И люди покупают. И я вот с удовольствием, например, смотрю видео про такие автомобили, про различные другие дорогие вещи. Мне это нравится. Почему нет? И никакого дискомфорта по поводу временного у меня отсутствия подобных вещей я не испытываю. И желаю того же вам. Пересмотрите свою психологию, отношение к миру, отношение к окружающим вас людям и вещам. И тогда, возможно, вы в свою жизнь притянете именно то, что вы хотите иметь. Вот такое небольшое психологическое отступление. Ну и продолжим дальше. И еще одно интересное наблюдение. Несмотря на то, что файлы действительно имеют вот огромный такой размер, детализацию, ретушировать подобные изображения оказалось достаточно просто. Почему? Потому что сразу уже идет у нас хороший цвет, как в светлых областях, так и в тенях. То есть здесь практически ничего править не нужно. Вот фотография с настройками только из конвертера, то есть ничего я здесь не правил. И вот я выполнил небольшую ретушь. То есть достаточно было сделать небольшой Dodge and Burn, убрать некоторые дефекты на коже, и ретушь получается прекрасной. Ну и цвет получается, конечно, шикарный. Вот ни у одной камеры, с которой я до этого работал, я вот такого цвета сразу вот по умолчанию не видел, чтобы вот его можно было вывести действительно минимальными правками в конвертере.
По ссылке в описании под видео вы сможете скачать архив с несколькими RAW-файлами. И если у вас окажется, что нет доступа на сайте Photomonster к данному материалу, то нужно подписаться на рассылку на главной странице. Вам придет в ответ письмо на e-mail. При этом нужно проверить папку спам, чтобы оно случайно не улетело туда. Подтверждаете рассылку и затем уже получаете доступ к материалам и свободно скачиваете архив с RAW-файлами. Камера для обзора предоставлена интернет-магазином Фотопроцентр. Ссылочку вы найдете в описании под видео. И до встречи на следующих уроках.